Привет, друзья! Сегодня я вам расскажу о смешных и необычных испанских именах. Они звучат очень странно для моего уха и для всех русскоязычных. А также я сегодня расскажу об одном известном испанце, у которого имя состоит из 22 слов. Представляете? Ну что, поехали! Имена я разделила на 5 групп и начнем с первой. Первое – это религиозные имена. Для нас они звучат очень странно. Представьте, если бы вы девочку назвали именем Соледад – одиночество, или Долорес – боль. Даже есть такая песня «Но me llames Dolores, llámame Lola». То есть потому что никакая женщина не хочет иметь такое имя. Представляете, имя боли. Или, допустим, есть имя Ангустиас. Это означает, это даже одним словом нельзя перевести на русский язык. Это как тревога, беспокойство, что такое очень нагнетающее, страшное, неприятное такое состояние, как стресс, депрессия, все вместе. Еще есть такое имя, как Инмакулада, что значит непорочное, чистое. Но сокращенно зовут Инма, и тут вроде бы уже не сильно так понятно. Или, допустим, имя Инкарнасьон. Инкарни, инкарна, что значит воплощение. Даже можно с русским провести соответствие, потому что карне – это мясо, как у нас, если плоть, да, ин – что-то воплоти, то есть воплощение. Но я даже не представляю, чтобы у нас было такое имя. А еще есть очень странное и смешное имя для русских – это Концепсион. Переводится как зачатие. А сокращенное имя звучит вообще очень странно, как Конча, Кончита, Кончи. Причем оно имеет двоякое значение, потому что в Латинской Америке слово конча, то есть это ракушка вообще переводится, но оно имеет другой смысл и переводится как женский половой орган. Также есть еще огромное количество религиозных имен. Сейчас я вам их прочитаю. К примеру, Сокорро переводится помощь, или Ремедиос – это лекарство, средство. Также Консуэло – утешение, Асунсьон – успение, Тринидад – троица, Пиедад – жалость, благочестие, или Белен. Вроде бы звучит хорошо, но вообще это имя означает рождественский вертеп, с которой к Рождеству все время строят такие небольшие сценки из Библии, там как рождается Иисус, и вот девушка имеет такое имя. Я даже знаю одну. И Долорес, кстати, имя, допустим, боли, которое я сказала, оно очень популярное в Испании. И с этими религиозными именами даже есть испанский анекдот. Me parece injusto que haya mujeres que se llaman Angustias, Dolores, Socorro, Soledad, y no haya ningún hombre que se llame Agobia, Espasmo, Pesao и Cansina. Переводится то, что мне кажется несправедливым, что есть женщины, которые имеют имена, так как тревога, боли, помощь или одиночество, и нет ни одного мужчины, у которого было имя Спазм, Зануда, Утомительный, что-то в этом роде. Это вообще очень отражает специфику испанского языка. Считается, что он язык мачизма, то, что все, что плохое связано, оно тут женского рода, все, что хорошее, мужского. Так пошло давно-давно, нам даже преподы на испанском языке все время так говорят. Переходим к следующей группе имен, это сокращение. Вы, наверное, не догадаетесь, что имя Пако – это то же самое, что Франциско, это сокращенная форма. Это так же, как испанцы не понимают многие наши имена, что Евгений – это Женя, Александр – это Саша, Шура и так далее. И вот теперь я вам расскажу, как в испанском языке. Вот я еще раз напоминаю, Франциско – это Пако, а также есть еще сокращенное имя Курро, тоже это Франциско. Причем я не понимаю, как можно назвать мужчину Курро, потому что Курро также в разговорной речи, особенно в Андалусии, это переводится как работа. Как-то не хотела бы, чтобы мое имя звучало так. Также, конечно, женский вариант Франциско, также Паки, Пака. Вот. Еще есть имя, например, Хосефа. Это, в принципе, похоже на французское Жозефина. Тут звучит не так красиво. И сокращенно, но Пепа, Пепита. Совсем ничего общего. Или, допустим, Хосе, тоже распространенное имя, сокращенно у него Пепе. Но самое интересное начинается, когда люди имеют два имени. К примеру, Мария Хосе. Как вы думали, кто это, мужчина или женщина? Потому что имя Мария женское, Хосе мужское. Но когда именно первое имя женское, значит это в целом женское. То есть Мария Хосе, сокращенно говорят Марьяхо. А если наоборот, Хосе Мария, это уже мужчина, потому что первое имя мужское, Хосе Мария. И зовут Чема. Мне кажется, если бы вы не жили в Испании, вы бы сразу не догадались, что это за имена. И для меня вначале это было шоком, сейчас уже привыкла. Также есть, к примеру, имя Эдуардо, сокращенно Лало, а вот Хисус,
Чус или Чучо. Причем Чучо это еще на испанском переводится как собака такая, дворняжка. Или вот, допустим, имя, которое состоит из двух частей тоже. Хесус Рамон, Хесус Ра или Хера. Короче, очень смешно. Есть даже в испанском имя Барби, но это сокращенное имя от Барбара. Сама видела много раз. Но есть и красивые сокращения. К примеру, Мария Тереса, это Майте. Бывает, даже пишут в паспорте прямо уже такой сокращенный вариант Майте, то есть уже не из двух имен. Или Мария Луиса, Мариса. Мария Сабель, Марисабель. То есть и это звучит очень красиво. И часто почему имена состоят из двух частей? Потому что первое имя основное человека, а второе имя это имя святого. И религиозные имена, которые я рассказывала в первой части, почему людей так называли, потому что это все имена святых. Исты такие имели имена, то есть Пиедат, Ангустия, Долорес и так далее. И считали то, что чем больше имен святых имел человек, тем он более защищен. Как бы это с таких давнишних времен это шло и до сих пор продолжается, потому что Испания очень такая католическая набожная страна, хотя на самом деле я не могу сказать, что они супер все тут соблюдают, считается Андалусия супер католической и все ходят в церковь, нифига нет, но традиции они продолжают. Ну, к счастью, эти имена немного уже отходят на второй план, хотя часть сохраняется. Допустим, я вот смотрела даже список 100 популярных самых имен в Испании, и среди них вот эти имена, как Долорес, Инкарнасион, Инмакулада, Концепсион, они и Консуэло, они вообще находятся в первых где-то 50-80 имен, то есть они очень популярные. Ну а теперь мы перейдем к смешным именам, какие я встречала. Конечно, если вы знаете больше, тоже напишите мне в комментарии, может, кого-то я не слышала, не видела еще. Есть такое имя Bienvenido и Bienvenida, то есть для мужчины и для женщин. Значит, что добро пожаловать. Хотели бы вы иметь такое имя, чтобы вас звали всегда Bienvenido? Есть имя также Доминго, переводится воскресенье. У нас есть такой друг, причем это и имя, а бывает и фамилия. К примеру, Пласидо Доминго. Пласидо у него имя, то есть спокойный, а Доминго воскресенье это у него уже фамилия. А есть у девушек имя Палома, голубь. Еще к смешным именам. Как я говорила, что обычно мужских не бывает плохих имен, чаще это женские. Но вот есть, допустим, странное имя Кустодио, что означает опекун или опекунство. Тут даже часто, если поездишь, особенно по Андалусии, я такое видела в нашей провинции, то, что кустодия компартида, это означает то, что опекунство совместное. Это, допустим, когда если муж и жена разводятся, то, что им назначается кустодия, то есть они попеременно, там, допустим, одну неделю, там, как выходные, там, чередуются дни, то, что кто с ребенком. Тут реально все это соблюдается. И поэтому иметь такое имя странное, Кустодио. А есть еще такие имена, как Ниевес, снега, это женское имя, или Африка, это тоже женское имя, реально. И я знаю этих людей, я встречала. И что для нас еще странно, то, что есть варианты, для нас это только женское имя, а тут есть мужское, к примеру, Анастасия, тут есть Анастасия, мужчина. Или, допустим, у нас Татьяна, Татьяна тут тоже есть, а есть Татьян. Как вам эти имена? Что удивило? Ну, конечно же, хотелось еще отметить то, что есть и очень много красивых имен с красивым переводом. Хочу вам привести примеры. Например, имя Мар, море, или Амор, любовь, ну как у нас. Также есть Кандела, свеча, или Луз, свет. Также есть имена такие, как Эсмеральда, изумруд, или Милагрос, чудеса. Еще красивое имя Бланка, хотя он переводится как белый, но красиво звучит. Поэтому, если вы слышите опять рекламу Галина Бланка, это Гаина на испанском, то есть курица, белая курица просто. Поэтому с именем Галины тут очень осторожно, кто приезжает. Часто девушки себя называют либо Галой, как-то по-другому переименовывают, чтобы не было курицы. И сейчас мы дошли до конца, и сейчас я вам расскажу об известном испанце, который имеет в имени целых 22 слова. И этот испанец родился в Малаге. Это Пабло Пикассо, известнейший художник. Теперь я прочитаю его имя. Пабло Диего Хосе Франциско де Паула Хуан Немопунсена Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Руис и Пикассо. То есть у него получается первое имя Пабло и Пикассо, он взял и последнее. Пикассо, кстати, фамилия матери. И некоторые называют его на французский манер Пикассо, потому что фамилия, да, французская, но так как он испанец, естественно, мы произносим Пикассо по правилам испанского языка.
Если вам интересно, как ваше русское имя звучит на испанском или какой у него аналог, напишите в комментарии, и я всем обязательно отвечу и напишу, какое бы у вас имя было тут, если вы тут приехали, может, вы собираетесь переехать или просто как турист, чтобы представиться правильно и люди вас поняли и не смеялись. Или, может быть, вообще не подумали совершенно другое, потому что бывают русские имена тоже имеют значение тут на испанском языке. Надеюсь, вам понравилось это видео, оно подняло вам настроение. Если вам еще интересно вообще образование испанских имен, может быть, фамилии или какая-то тема, напишите тоже в комментарии, что вам интересно, и я подготовлю в будущем видео. И жду вас в следующем выпуске. Адьос, пока!